Всем привет! Hard-use тестирование ножа от фирмы CRKT, модель под названием Ultima. Этот нож был прислан самой фирмой CRKT. Это модель с клинком 5,5 дюймов. Толщина обуха здесь около 5 миллиметров. И сделан он из стали 4116 круп. Нож позиционируется как тактический, поэтому ему самое место на таких тестах. Нож абсолютно новый. Проверим остроту из коробки. Довольно острый. Режет паракорд продавливанием. Серейторная часть также довольно острая. Посмотрим, как он в каких-то обычных работах. Почистим яблоко, и как раз эта работа приходится на серейтор. Довольно неудобно это делать серейтором. Он очень сильно вгрызается, а плейновая часть, наоборот, норовит выскользнуть. Но тем не менее, так вот грубо обкромсать яблоко, этого хватает. Отрезает довольно тонкие кусочки. Но входит тяжело. Окей, переходим к серьезным тестам. Рубка. Вот этот вот зацеп, этот крюк металлический, он просто уничтожает последние два пальца. Неважно, берете вы так или вот так вот, он отдавливает пальцы намертво. Абсолютно неудачное решение. Пока что никаких повреждений на режущей кромке, но рукоять очень неудобная для этих работ. Далее рубка алюминия. В принципе, опять же, сказывается неудобство рукояти, но клинок чувствует себя нормально. Переходим к тестированию кончика.
у этого ножа довольно спорная геометрия для такого теста. В принципе, такой кинжальный клинок, но кончик довольно толстый. Отлично отработал в этой задаче. Просто я даже могу сказать, что я удивлен. Кончик целый, ничего не погнулось. Ну что ж, двигаемся дальше. Более жесткие тесты для кончика. Начинаем с пробивания нержавеющей стали толщиной 1 мм. 5 ударов. Можно видеть, что самый кончик немножко погнулся. Но в принципе неплохой результат пока что. Следующий этап: нержавеющая сталь 1,2 мм. Сделано 5 ударов. Можно заметить, что кончик загнулся еще больше. Но в принципе он не сломан. И клинок не загнулся. Все изменения только вот на самом конце. Ну что ж. Последним этапом будет пробивание оцинкованного металла толщиной 1,5 мм. Поехали. Ну что ж, можно сказать, что я удивлен. Кончик имеет небольшие повреждения, но я ожидал чего-то гораздо большего. Далее у нас
Тестирование режущей кромки на батонинге алюминиевой трубки. Ты можешь сместиться чуть-чуть. Раз. Два. Три. И последний раз. Есть. Режущая кромка в порядке. Далее переходим к перерубанию 3-миллиметрового троса. После тестирования ножа Knife Research Enki были внесены некоторые изменения в процесс тестирования. И одно из изменений было то, что я изменил количество ударов и сталь, которую мы пробиваем. То есть раньше мы пробивали нержавейку 1,2, 1,5 и 2 мм. Сейчас мы перешли на нержавейку 1 мм, нержавейку 1,2 и дальше оцинкованный металл 1,5, который гораздо слабее, чем нержавейка. И еще дополнительное изменение, которое я сделал, это вот в рубке троса. В принципе, это, ну, такая как бы жалоба, такой коммент поступил от фирмы Knife Research, когда они увидели, как я рублю этот трос и то, как затупился нож. Они сказали, что во многом нож затупился не от самого троса, а из-за того, что подложка была из нержавейки. Поэтому сейчас я взял вот такую вот основу из алюминия. Уже она-то, в принципе, нож тупить не должна. Давайте порубим трос 5 раз. Раз. Два. Три. Четыре. 5. Есть повреждения на режущей кромке. Такие замины. Ну, в принципе, ничего очень серьезного. Дальше переходим к батонингу. К батонингу древесины. Двухкилограммовый молоток. Поехали.
На обухе появились довольно чувствительные вмятины. Но пока что держится. О. Очень сильная отдача в рукоять. Обух уже очень сильно помялся. Обух потихоньку превращается в месиво. Ну что ж, батонинг этим ножом выполнять непросто, но я попытаюсь дорубить эту деревяшку до конца. Фух. Ну что ж, обух, конечно, получил довольно серьезное повреждение, но при этом
режущая кромка и, что примечательно, серейтор пострадали очень слабо, если сказать вообще пострадали. Далее продолжаем тестирование режущей кромки. Несколько небольших ударов. Вот таких ударов сразу можно видеть, что кромка заминается. Но в принципе неплохо. Далее рубим обухом. Немножко не хватает веса для хорошего удара. Здесь одно из двух. Или этот нож слишком легкий, или блок слишком крепкий. Но мне в принципе уже даже надоело. Думаю, мы достаточно побили обухом. Можно переходить к тестам кончика. Ну вот так вот выглядит клиночек
после таких издевательств можно видеть небольшие микросколы на режущей кромке. Кончик в принципе нож до сих пор прямой, целый. Серейтор по ходу всех работ оставался в такой относительной безопасности. И я не вижу смысла специально убивать серейтор. То есть вот как нож работает, так он работает. Серейтор особо под раздачу не попадает. Ну что ж, и еще один тест, который было решено ввести после проведения первых двух тестирований. Я думал об этом. Еще два теста. Извиняюсь, как я мог забыть. Еще один тест, с которым мы познакомились в прошлый раз. Это удары плашмя, которые будут имитировать просто какое-то падение, удар ножа, метание и так далее. Ну что ж, поехали. Ну что ж, отлично. В принципе, нож довольно легкий. Такой удар он принимает очень легко, нету какой-то сумасшедшей нагрузки. Ну и теперь тест, о котором я начал говорить. Это тест, о котором я думал, но в конце сомневался. И последней каплей было, когда Саша Ван Бирер спросил меня об этом тесте. Вот. Я все-таки решил, что стоит его проводить, если мы тестируем настоящие крепкие тактические ножи. И этот тест называется «Ступенька». Во мне 110 килограмм. И посмотрим, как этот нож выдержит меня. Немножко прогибается. Переворачиваем. И с другой стороны. Я не прыгаю на этом ноже специально, ничего. То есть я просто переношу свой вес. Но я считаю, что если такой кинжальный нож из довольно простой стали это выдержал, то и все остальные просто обязаны выдерживать этот тест. Нож абсолютно ровный. Он хорошо так пружинил под моей ногой и выравнивался обратно. Это меня очень порадовало. Ну что ж, и теперь можно подвести итог. Во-первых, посмотрим на остаточную остроту основной режущей кромки сначала. Паракорд практически не режет. Нет. Серейторной частью без малейших проблем. Хотя есть и такие зубы, которые уже затупились. А есть такие, которые нет. Да. Серейтор, который ближе к концу клинка, затупился больше. Вот здесь вот у основания самая острая кромка. Ну что ж, в целом могу сказать, что сильные стороны этого ножа — это то, что обусловлено его геометрией. Это чудовищная проникающая способность. То есть вот когда я ковырял древесину, он
безумно хорошо входил внутрь. Слабые стороны этого ножа — это его эргономика. Хотя изначально, официально она выставляется как его определенный плюс, но при вот таких вот рубящих каких-то работах эта рукоять будет уничтожать вашу руку. Также из-за характера своей геометрии обух довольно слабый, и при сильном батонинге он будет сильно страдать. Покрытие клинка очень сильно порадовало. Я не знаю, какое покрытие они используют, но оно практически не ободралось до металла. Появились небольшие царапинки, но в целом оно осталось. Это меня очень порадовало. Ну и кончик. Кончик, я даже не знаю, заслуга чего это. То есть геометрия или клинка, или сталь, термообработка. Все вместе возможно. Но кончик остался целый. Небольшая переточка, и он снова будет в строю. Поэтому в заключение могу сказать, что этот нож превзошел лично мои ожидания от него. И я этому очень рад. Все. Надеюсь, вам было интересно. Спасибо за просмотр. Пока. Бай-бай. Небольшое дополнение. После того, как мы стали рассматривать нож поближе, выяснился один момент. Винтики, крепящие рукоять, их было 4, теперь их 3. Один куда-то улетел. И из-за этого накладочки немножко болтаются. То есть вот есть небольшой зазор вот здесь вот между накладками и клинком. Вот. И винтик куда-то потерялся. Вот это определенный минус. Возможно, кстати, и вот этот винтик разболтался, потому что он как-то торчит очень сильно. Может, это просто из-за того, что рукоять здесь более тонкая. Вот. Но один улетел, это факт. Все, пока. Бай-бай. Нож был переточен, вымыт, и я хочу показать его нынешнее состояние после всего, что ему пришлось пройти. Нож перетачивался вручную. Прогрессия камней была 80, 150, 320 и 800 грит. После этого я немножко заполировал его на пасте. То есть я, естественно, не добивался здесь какой-то супер заточки. Главным было восстановление режущей кромки. Серейтор восстанавливался алмазным мусатом. В принципе, никаких больших повреждений на нем не было. Все прошло довольно легко. Вот так вот выглядит обух. Клиночек ровненький. В принципе, только вот небольшие неровности на обухе, возможно, чуть-чуть искажают. Но тем не менее, нож ровный, не деформировался. Единственное, что вот этот винтик потерялся, но это мы уже видели. Состояние покрытия я оцениваю как очень хорошее. Есть царапины, но в целом оно сохранилось. Можно видеть, как блестит этот клинок. Это благодаря вот этому покрытию. Я не знаю, что это за покрытие, но тем не менее проявилось оно себя очень хорошо. Ну и в целом я обязан признаться, что, ну, вот честно, я абсолютно никак не ожидал увидеть этот нож именно в таком состоянии после всех тестов. И для меня это огромный сюрприз.
но тем не менее очень и очень приятный сюрприз. Все, вот таким вот отличным ножом оказалась Ultima от CRKT, естественно, в плане именно прочности. Надеюсь, вам было интересно. Спасибо за просмотр. Пока. Бай-бай.